Всем привет! Я решил повторить эксперимент с фармом соло РД карт, и на этот раз решил пройти 28.1 данжей. Использовал палаш плюс корень, мантию культиста, шлем призрака, демонические сапоги и плащ нежити. Расходники: яды на боссов, инвиз для ухода вглубь мобов и банки здоровья на случай боя. Карты открывал в ближайших от порталов Т8 локациях. Передвигался на быстрокогте. Первая же карта открылась в неудачном месте рядом с гайкой, возле которой кружилось двое игроков. Один собирашка на лютокабанчике и какой-то тип на Т4 лошади. Я немного подождал, чтобы выяснить их намерения. И когда они вышли из локации, сам провалился в данж. С мобами в данном сете я не испытывал каких-либо проблем. Так что решил замерять фейм по артефактному кожаному капюшону. Два зеленых сундука не порадовали чем-либо стоящим. Из финального выпало две шмотки Т6 и мантия 6.1. Второй данж оказался тоже еретиков. Из зеленого книжного сундука дропнулось 20 тысяч фейма. Следом открыл зеленый сундук с 6.1 капюшоном клирика. На финальном боссе, когда ему осталось снять 2000 хп, по законам жанра появилась пара дайверов. Перед боссом я оставил пару паков мобов, так что резня, шедшая первой, потеряла на них кучу хп и в итоге была случайно добита кьюшкой. Даггер попытался разрядиться в меня, но что-то пошло не так, и его не спас плащ нежити. Я собрал с них не трэшнувшийся шмот, доковырял босса. Финальный сундук оказался так себе, но я все равно получил перегруз. Поставил сапоги на грузоподъемность и поехал в город, чтобы засейвить лут и взять еще две карты. Путь домой прошел без приключений. Только перед городским порталом встретил пати гангеров. Пришлось вернуться и использовать алтарь. Не знаю, что здесь пытались сделать местные гаишники. Я выложил лут, пополнил расходники, взял еще две карты и вернулся в прошлую локацию. Третья карта снова открылась очень неудачно, прямо у входа в локацию. Данж нежити оказался сложнее еретиков, и у входа на второй данж я упал на колени. И снова необычайно вовремя прилетели гангеры. Всего лишь 7 человек. Так как я никого не ударил после того, как встал, то без заморочек прошел на второй этаж. Подумал ашнуться, но увидел, что мобы на входе не задержали врагов. Решил пробежать вглубь данжа. Мои преследователи практически не отстали, но мобы их очень сильно потрепали. И наши вояки отошли. Я мог ашнуться в этот момент, но решил испытать судьбу. Начал чистить пак в сторону врага. Просел по хп, и этим воспользовались оппоненты. Булава меня застанила, прилетел урон от каста моба, и кинжал меня дорезал.
Я думал, что почищу мобов и сам попытаюсь влететь в них на мобах, но типы меня опередили. В общем-то, с таким расположением входа в данж это ожидаемый исход. Жаль было потерять неиспользованную карту. Надо было просто ашиться и отдать бомжам половину данжа. Я заново оделся и поехал в ту же самую локацию. На входе встретил вот такую компанию. А так как карту я уже активировал, то попытался зайти в 8-ю локу через другую гайку. Для этого надо было сделать крюк через 2 локации. По дороге встретил хгшеров, но благополучно добрался до входа в сольник. Без проблем прошел 2 этажа, ничего не вынес в плане лута. Поехал в соседнюю локацию, где ранее открыл ячейку и скинул туда карту. Пятый данж оказался нежити. На 1-м этаже фиолетовый книжный сундук охранял прокнутый босс. И не успел я восстановить здоровье после его убийства, как увидел арбалета. Несмотря на то, что он был из арчей, он оказался один. Я не стал использовать боевую еду, только поставил зелье здоровья. Не вовремя использовал обратку. Удачно сдал настаканную ешку. Противник прожал мантию и обратку. Пока работала обратка, я порегенился своей мантией. Арбалет использовал банку хп, но я на сапогах очень быстро добил его. Собрал экипировку и открыл сундук. Обнаружил в нем 100 000 фейма, книгами интуиции. В финальном синем сундуке нашел Т6 плащ, 2 Т6 лука и 6-1 сапоги убийцы. Забрал лут из банка и без приключений вернулся в город. Как обычно, выложил добычу, пополнил расходку, взял еще 2 карты и отправился в другую Т8 локацию. В перерыве я изучил карту и обнаружил рядом с одной из Т8 локаций открытое убежище и решил попробовать фармить там. 6-я карта открыла 3-этажный данж с очень неплохим лутом. 7-я же лутом до финального сундука не радовала. Бой с финальным боссом также не задался. Мало того, что я упал на 1-й попытке, так на 2-й попытке в спину попыталась зайти крыса на берпавсах. Но он не рассчитал свои силы, почти упал на мобах. Я решил не рисковать, не спеша отхилился и потерял противника. Скорее всего, он ашнулся. С 3-й попытки я убил босса, получил Т7 друидский посох, скинул лут в убежище и решил пройти еще одну 8-1 карту, которая мне дропнулась в данже. И это было правильное решение. За 2 этажа получил просто топовый лут в сравнении с предыдущим. Осталась сущая мелочь – вывести добытое обратно в город. Я прикинул маршрут и отправился в дорогу. В первой же от убежища локации нарвался на ганг-пачку, но успел провалиться в гайку. Дальнейший путь прошел без приключений. Как обычно, пополнил расходники, скинул добытые вещи, взял еще 2 карты и поехал обратно. Путь прошел без приключений. В убежище хотел выложить 1 карту, но забыл это сделать. Спокойно прошел 9-ю по счету, скинул лут в убежище и начал 10-ю карту. И где-то в середине 1-го этажа мне в спину зашел кровопуск. Я вначале подумал пройти в мобов и там уйти в инвиз банкой,
Но передумал, потерял здоровье от мобов, начал бой и просто в 3 удара кровопуска проиграл. С самого начала глупо сыграл, не определившись, что делать. Получил закономерный результат. Переоделся, взял одну карту. Без проблем вернулся в будку, открыл карту, собрал 2 сундука и во время боя с довольно сложным боссом, который охранял фиолетовый книжный сундук, меня натурально крипджекнул еще один кровопуск. Я попытался отвейдить, и это кое-как получилось, но я потерял много здоровья, а мантия и шапка были в откате. Шикарно сдал обратку, понимая, как играет кровопуск. Разрядил в него ешку. Тут у меня сработал плащ, а противник включил вампирик на куртке и прожал шапку на обратку. Мне ничего не оставалось, кроме как разорвать дистанцию. Кровопуск использовал банку хп, а у меня реген был все так же в откате. Банку не сменить, еще и обратка в откате. Наверное, можно было на сапогах попробовать убежать и дождаться отката мантии, но не факт, что это получилось бы провернуть с кровопуском. Если прошлый бой я проиграл из-за своих ошибок 100%, то здесь было очень сложно что-то предпринять. Снова оделся, поехал к убежке. На этот раз рядом с портальной локацией встретил дуэт Фрост плюс Когти. Попытался дать бой, но как-то быстро потерял кучу здоровья и решил, что разумнее будет свалить. Ну, а удалось ли мне добраться до убежища и вывести оттуда лут, а также сколько карт получилось зафармить в итоге и сколько серебра и фейма добывается с одной карты, я расскажу в следующем видео, так как материала отснято еще немало. Всем спасибо за просмотр, лайк, подписка, всем пока, увидимся в следующем видео.